Всем привет! Сегодня я хочу показать, как я плела вот такое вот панно. Такие крестики мы плели в предыдущих наших роликах и панно. Ссылочка будет вверху, смотрите. А мы проплетем дальше. Сейчас проплетаем веревочку из двух. Я просто подставляю трубочки и уже плетем. Стойки наши уже сухие, они высушены уже, как видите, в виде солнышка, лучики. Я их невидимочками подкалывала, и они в этом положении у меня подсохли и теперь торчат в разные стороны. До этого я расчертила круги на своем пеноплексте, для того, чтобы было удобно плести по кругу. Оплетаем по кругу веревочкой из двух. Расстояние вы уже сами смотрите, какое вам нравится. Это уже такое на усмотрение вас. Наращивание трубочек, конечно, мы делаем под углом, обрезаем. Клей полимерный я использую. Можно, в принципе, и ПВА, но полимерный он более скользкий для такого дела. На изнаночной стороне. Краска у меня это самоваренная морилка кора дуба. Я такие морилки не пользую, я только использую кору дуба или колеры. Проплетаем круг. В принципе, вот эти все панно вы можете взять себе какую-то произвольную серединку. Вот здесь у меня крестики, можно взять другую какую-то серединку. А потом уже плетете панно так, как вам душе угодно, придумываете на ходу свой узор, и я думаю, что будет не менее красиво. Здесь мы подошли к окончанию веревочки из двух и, соответственно, ее заканчиваем. Первая стоечка, с которой мы начинаем. Сначала мы берем одну трубочку, потом вторую. Вторая трубочка обязательно должна быть за первой стойкой. Следите за руками, и будет все понятно. Если кому-то что-то непонятно здесь, открываем плейлист для новичков, и там есть уроки, подробно все описано, как что плести. Веревочку из двух, из трех, ситец и многое другое. Наращиваем опять трубочки на изнаночной стороне и плетем второй ряд веревочки из двух. Теперь подставляем еще одну трубочку и плетем веревочку из трех. Перед тем, как вы начинаете любой абсолютно узор, вы обязательно должны предыдущий закончить ряд. Здесь мы закончили ряд веревочки из двух и, соответственно, начали следующий узор. Также мы закончим потом веревочку из трех и продолжим следующий узор. Каждый ряд мы должны заканчивать. Если вы плетете большое изделие и у вас идет много одного узора, тогда вы просто идете по спирали, не заканчивая ряд, просто проплетаете его дальше. Если у вас идет в узоре 2, 3, 4, 5 рядов всего, тогда обязательно заканчивайте каждый ряд. Как заканчивать ряд, есть плейлист для новичков, и в принципе я это везде показываю. Вот сейчас мы наращиваем трубочку. Стараемся это делать на изнаночной стороне. Отрезаем под острым углом и плетем дальше. Сейчас будем заканчивать наш ряд, о чем я всегда говорю, что каждый ряд надо заканчивать, если будет новый какой-то узор. Сейчас наращивание и заканчиваем наш ряд.
Внимательно смотрим за руками, кто не знает, как это делать. Закончили ряд, и получилось полностью готовый круг. И теперь будем плести. Это была прямая веревочка, теперь у нас будет обратная веревочка. Обратная веревочка у нас плетется во внутреннюю часть. И получается своего рода косичка. Веревочка из трех, прямая и обратная, вместе дают косичку. Так проплетаем по кругу и будем тоже заканчивать ряд. Заканчиваем ряд веревочки обратной. Мы заводим за первую стойку, с которой начинали, а следующую уже вот так вот отгибаем одну трубочку и продеваем сюда в серединку. И третья трубочка у нас будет заходить через две трубочки уже. Смотрите внимательно по узору, и вы поймете, как у вас идет косичка, куда и что мы должны продеть. Первая трубочка просто заходит, как обычно мы проплетаем, вторая трубочка за одну и третья трубочка уже за две. И опять мы закончили ряд. Соответственно, мы теперь можем сделать дальше любую манипуляцию. Или обрезать трубочки, или плести дальше. Здесь я буду проплетать веревочку из двух опять и разделять стойки. И на разделенных стойках уже проплетать. Проплетаю рядочек. Опять также мы закрыли ряд. И теперь будем плести дальше. Здесь я уже перешла на ситцевое плетение.
Опять получается у нас был один узор, теперь будет другой узор, другое плетение. Там была веревочка из двух, здесь будет ситцевое плетение. За счет того, что у меня трубочки, соответственно, четное количество, значит, плетем вдогонку двумя трубочками. Если у вас каким-то образом получилось нечетное количество, значит, вы просто плетете одной трубочкой. У меня идет две трубочки, одна за другой. Это и называется трубочки вдогонку. Так я проплетаю свое определенное количество рядов, которые я себе наметила, и потом буду плести опять веревочку из трех, прямую и обратную. При ситцевом плетении вы ряды, естественно, никак не закрываете, вы просто закончили плести там, где начали. Вы обязательно отмечаете ту стойку, на которой вы начинаете плетение, ниточкой помечаете или каким-то маркером, для того, чтобы вы знали, где вы начинали плетение, потому что там же вы должны его и закончить, иначе будет неравномерно. Ситцевое плетение вы подходите к той стойке, с которой начинали, и уже потом плетете дальше узор, тот, который вам надо. Ситцевое плетение вы никак не можете закончить, оно само по себе заканчивается своего рода. Если у вас после ситцевого плетения идет одна трубочка, значит, вы подставляете две. У меня было две трубочки, я подставляю одну, для того, чтобы дальше плести веревочку из трех. Просто подставляем и ничего такого не делаем больше. Подставили и плетем дальше. Я сильно с изнанкой не заморачиваюсь, это все-таки изнанка. Это если вы плетете какую-то конфетницу, у которой как таковой изнанки нет, тогда там надо, да, постараться, чтобы изнаночка была красивая. Тогда можно срезать уголочки на трубочках, которые вы подставляете, и сделать изнанку красивую. Здесь панно, которое будет изнанка в стороне стены, поэтому я не заморачиваюсь с этим делом. Наращиваем трубочки и плетем по кругу прямую веревочку из трех. Тут я прохожу один ряд ситцевого плетения одной веревочкой. Просто подставила трубочку, потом она придавится узором и будет держаться начало трубочки вот это. Или можете подклеить клеем, чтобы она никуда у вас не прыгала. Также, придерживаясь своим размеченным кругам, я проплетаю один ряд ситцем.
Здесь я просто обрезаю, друг на друга наложила. Можно, как я и сказала, подклеить клеем. Из-за того, что у меня стойки, как видите, уже короткие, я их, там, где они совсем коротенькие, я их буду наращивать. Убирать старые и подставлять новые. Обрезаю полностью трубочку и подставляю новую. В принципе, это надо было сделать до того, как я сделала вот этот вот один круг ситцем, но что-то сделала так. В принципе, это сильно не мешает. Туда, где я подставляю нашу трубочку, я промазываю каплю клея, нашу стойку. Так я посмотрю по кругу, какие у меня стойки короткие, и меняю их на более длинные. Сильно панно у меня не будет большим. Диаметр я не мерила, там оно небольшое, в принципе. Ну, вы смотрите по себе, можете еще что-то придумать и увеличить его или наоборот меньше сделать. Это уже на ваше усмотрение, конечно. Это такой вот вариант моего панно. После того, как я сейчас сделаю все, поменяю свои стойки, и я проплету еще один ряд, два ряда веревочкой из двух, прямой веревочкой из двух по краю, вот здесь видно, по краю, и обрезала полностью все торчащие кончики от стоечек. Здесь можно так сказать, что мы начинаем вышивать, прошивать, вышивать нашей трубочкой. Этот узор тоже всем уже известен, я думаю, ничего сложного в нем нет. Единственное, что я добавила по периметру вот эту вот полоску. Мне что-то так показалось, что так будет красивей. Я сделала только в одну сторону. Такие вот получились как треугольнички, но можно пройтись в обратную сторону и сделать ромбики. Это уже на ваше усмотрение, как вы будете проплетать. Вышиваем так по кругу и смотрим, что у нас получилось. Кто хочет поддержать канал, пожалуйста, реквизиты все в описании под роликом. Кто как может, тот так может и помочь. Есть спонсорство для канала, есть просто реквизиты на какие-то карты. Смотрите сами, как вам удобно, если есть такое желание. Если нет возможности, значит просто ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь в соцсетях. Но это, как всегда, по вашему желанию.
Тут я показываю, что треугольнички, но можно сделать также в обратную сторону ромбики. Здесь вот место, где я соединила начало и конец ряда, один под один просто подсунула и все. Клеем помазали и все дела. И вот такое вот у нас панно получилось. Всем спасибо за просмотр, творческих успехов и увидимся в новых роликах.